Очень много людей верят в то, что биткоин – это будущее нашей финансовой системы. Но есть один вопрос, который стоит напротив этой цели. Это масштабируемость. Приведу пример. Visa в среднем обрабатывает 4000 платежей в секунду и может достигать 65 тысяч. Биткоин же может обрабатывать в среднем 7 транзакций в секунду с блоком размером в 1 мегабайт. Не десятки тысяч, а всего лишь 7 операций. Очевидно, что главный блокчейн абсолютно не масштабируемый, но так быть не должно. Сообщество подошло к проблеме с новой технологией, называемой Lightning Network, для решения вопроса масштабируемости. Основная идея заключается в том, что небольшие повседневные транзакции не должны храниться в главном блокчейне. Это позволяет избежать ограничения на 7 транзакций в секунду и также называется подходом вне цепочки. Итак, как же это работает? Давайте рассмотрим пример. Допустим, что каждое утро Боб покупает чашку кофе по дороге на работу. Создание транзакций на блокчейне для обычной покупки кофе – это перебор. Он может заплатить больше, чем фактическая цена кофе из-за большой комиссии. Однако с технологией Lightning Network Боб может настроить платежный канал с магазином кофе. Для этого магазин кофе и Боб вкладывают определенное количество биткоин-монет в то, что называется адрес с мультиподписями или же Multi-Signature Address. Представим, что Боб вложил 5 сотых биткоина, а магазин кофе не вложил ничего, потому что они не предлагают возврат товара. Адрес с мультиподписями работает как сейф, который может быть открыт только когда обе стороны согласны. Когда мы открываем платежный канал, мы также составляем отчет, в котором говорится, как средства должны быть распределены. Прямо сейчас отчет показывает, Боб получит 5 сотых биткоинов и кофейня получит 0 биткоинов. Столько же, сколько они внесли на мультиадрес. Открытие платежного канала происходит на основном блокчейне так, чтобы была полная прозрачность. Владелец кафе может видеть, что Боб внес 5 сотых биткоина, и они могут быть уверены, что они получат свои деньги, как только канал закроется. Теперь, когда канал открыт, Боб может заказать свой утренний кофе. Допустим, кофе стоит 5000 биткоина. Чтобы оплатить его, Боб просто меняет баланс. Он вычитает стоимость кофе из своего баланса и добавляет его на баланс кофейни. Так что теперь он говорит, что Боб получает 45 тысячных биткоина и кофейня получит 5 тысячных биткоина. Боб и магазин кофе подписывают обновленный баланс с их личными ключами, и баланс обновляется. Боб может продолжать заказывать кофе до тех пор, пока у него есть деньги на балансе в платежном канале. И кофейня, и Боб могут совершать сотни тысяч сделок между ними внутри платежного канала. Транзакциям действительно нет предела, потому что это происходит вдали от основного блокчейна. Платежный канал может быть закрыт в любое время Бобом или кофейней. Все, что им нужно сделать, это взять последний баланс, который был подписан обеими сторонами, и передать его в сеть биткоин. Затем майнеры проверят подписи на балансе, и если все проверено, то деньги вернутся согласно оставшемуся балансу. Это позволит создать одиночную транзакцию в цепочке блоков биткоин. Так Lightning Network может значительно снизить нагрузку на основной блокчейн. Для этого требуется только 2 транзакции на блокчейне, одна для открытия платежного канала, а другая для его закрытия. Это также очень безопасно. Система гарантирует, что только последний подписанный баланс может быть использован для разблокировки денег. И потому что обе стороны имеют подписанный экземпляр балансов, они могут вернуть свои средства в любое время, даже если другая сторона больше не хочет сотрудничать. Так, например, Боб не может удерживать деньги, которые принадлежат кофейне, и наоборот. Но это еще не все. Вам не нужно открывать прямой канал со всеми, кому вы хотите отправить биткоины. Вы можете просто использовать Lightning Network, чтобы передать ваши монеты. Это Алиса. Она дружит с Бобом. Они уже обмениваются деньгами в сети Lightning, поэтому у них есть активный канал оплаты. Теперь предположим, что Алиса хочет купить кофе. Вместо того, чтобы открыть прямой канал на кофейню, она может передать деньги Бобу, который затем переведет их в кофейню. Нет необходимости создавать платежный канал со всеми. В Lightning Network ваш платеж пытается найти путь от человека А к человеку Б. Он пытается сделать это с наименьшим количеством промежуточных звеньев и наименьшей комиссией. Это еще больше снижает нагрузку на блокчейн, но требует, чтобы посредники имели достаточно денег в платежных каналах. Итак, теперь вы знаете, что такое сеть Lightning и как она работает. Но когда она действительно будет работать? Ну сейчас есть Lightning Network, запущенная на тестовой сети биткоина. Мы еще не знаем, когда сеть будет запущена для всех, но скорее всего это произойдет в 2018 году. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр.